Всем привет, друзья! У нас сегодня коротенький видеообзор одной необычной вариации исполнения каблучка рефрижератора на базе Fiat Doblo. У нас выпал шанс собрать такой автомобиль для нашего заказчика, сделать его в хорошей комплектации, с хорошим утеплением, с электрическим холодильником и передать нашему заказчику, с которым мы работаем очень давно. Теперь обо всех этих деталях мы расскажем вам поподробнее. Хочу заранее извиниться перед подписчиками и теми, кто будет смотреть этот видеообзор, за то, что автомобиль находится в грязном состоянии. К сожалению, быстро-быстро, бегом-бегом, у нас есть буквально полчаса для того, чтобы отснять этот автомобиль, и нет абсолютно времени для того, чтобы его намыть и намарафетить. Поэтому сразу извиняюсь. В комментариях не хейтите меня. Fiat Doblo Cargo Maxi. Бренд Fiat, итальянец, давным-давно всем хорошо известен. Поставляется в нашу Россию в грузовой версии, в пассажирской версии. Это маленький модельный ряд, каблучки. Большой модельный ряд – это Fiat Ducato. Всем давно хорошо известная машина, которая зарекомендовала себя очень хорошей надежностью и выносливостью. И поэтому среди любителей марки Fiat есть особые свои рьяные фанаты, для которых мы и собираем наши автомобили. Doblo Cargo – обозначение нашего модельного ряда самых маленьких автомобилей с приставкой Cargo, которая означает, что автомобиль предназначен для перевозки грузов и имеет грузовой отсек. Есть у Fiat Doblo также пассажирская версия, если вам это интересно. Maxi – обозначение самой длинной колесной базы, которую мы взяли за основу и собрали полнокомплектный рефрижератор. У укороченной обычной версии внутренний объем 3,4 куба, у удлиненной версии 3,8 куба. Если брать весогабаритные характеристики, то мы имеем полную массу 2 тонны 215 килограмм. Это означает то, что этот автомобиль не попадает под действие ограничений грузового каркаса, который введен в Москве во всех районах и продолжает расширяться внутри нашей столицы. Это очень важный момент, что на этом автомобиле вы сможете ездить везде без пропусков. Собственная масса после утепления тонна 655 килограмм. То есть мы, вычитая обе цифры, имеем примерно 550 килограмм чистой полезной грузоподъемности этого автомобиля. В стандартном исполнении цельнометаллической версии по традиции задние распашные двери и боковая. Это дает вам дополнительное удобство, так как грузовой отсек достаточно длинный. Под капотом у нас установлен бензиновый двигатель объемом 1,4 литра, мощностью 95 лошадиных сил. У Fiat Doblo также есть двигатель с таким же объемом, но, скорее всего, более форсированный или турбированный. Его мощность 120 лошадиных сил. Какой кому нужен, выбирать лично ваше дело, но он дороже. Наш двигатель поперечного расположения и такой же компоновки, как на наших ладах. Поэтому здесь установлена механическая пятиступенчатая коробка переключения передач. Привод нашего автомобиля передний. Подвеска независимая. Как у нормального европейца, куча активных и пассивных систем безопасности и помощников, АБС, дисковые тормоза, система распределения тормозных усилий, система курсовой устойчивости и много-много-много нормальных ништяков. Огромные лопухи, а именно зеркала заднего вида, имеют очень длинный вытянутый повторитель поворота. При этом, как и у нормальных автомобилей, он имеет две секции. Верхняя, которая дает обзор правильный, нижняя часть асферическая, которая дает возможность обзора мертвых зон. Наши зеркала имеют электрическую регулировку и функцию обогрева, что для нашего климата и нашей страны очень полезная вещь. Салон нашего автомобиля достаточно прост, но в меру прост. Все, что нужно для счастья в этом автомобиле, в этом салоне есть. Мягкий руль, трехспицевый, сигнал, подушка безопасности водителя, классические стандартные рычаги управления светом, регулируемая рулевая колонка в двух направлениях, вперед-назад, вверх-вниз, или в двух плоскостях.
как многие мне в комментариях меня поправляют. Очень удобно расположенный рычаг переключения коробки передач. Под рукой, тянуться никуда не надо, сделано отлично. Прикольная штука у Фиата. Посмотрите, как работает ручка открывания дверей. В базовой комплектации у нас центральный замок с управлением с ключа, электростеклоподъемники, обогрев зеркал, регулируемая рулевая колонка и достаточное количество регулировок сидения, и в том числе и лифт, для того, чтобы вы могли подрегулировать место водителя непосредственно под себя, под свою комплекцию. Комбинация приборов имеет янтарную подсветку и очень хорошо читаема. Эпицентром внимания торпеды является ее средняя часть, на которой располагаются органы управления климат-системой, а также кнопки, которые позволяют вам отрегулировать который позволяет вам скорректировать фары вверх-вниз, принудительно отключить систему курсовой устойчивости, включить задние противотуманные фонари, либо обогрев зеркал. Также в нашей комплектации есть кондиционер салона. Это было обязательным требованием нашего заказчика. Правая часть торпеды – ничего сверхъестественного. Обычный бардачок без подсветки. Пассажирское сиденье вроде бы как предполагает размещение здесь 2 человек, но глядя на ширину той части, которая предполагается для 2 человека, возникают серьезные сомнения, потому что это вот 30 сантиметров здесь и 30 сантиметров здесь. Поэтому здесь не сдвоенное пассажирское сиденье, а с полуторное. Лучше среднюю часть использовать под столик со специальным зажимом. При этом сиденья пассажиров откидываются, а под ними прячется небольшой, но вместительный и достаточный для этого автомобиля отсек для того, чтобы хранить всякие причиндалы. Отдельно хочется отметить о том, что под крышей есть специальная полка, куда можно разместить огромное количество вещей или всего, что вы захотите. Он реально огромный и на всю ширину кабины. Второй очень важной составляющей нашего рефрижератора является утепление отсека. Для нас очень было важно по требованию заказчика обеспечить внутри грузового отсека температурный режим минус 18 градусов. Мы обратились к нашему партнеру, компания Crossi, которая является лидером по качеству утепления на российском рынке, с просьбой проделать для нас работы. Соответственно, как это теперь все выглядит, смотрите вот сюда. Напомню, что изначально наш грузовой отсек до утепления составлял 3,8 куба. После утепления в вашем распоряжении объем, который примерно на 30% меньше. За счет того, что здесь арки, за счет того, что здесь испаритель холодильной установки и вот эти конструктивные изгибы, которые свойственны цельнометаллическим автомобилям. Давайте посмотрим, что получилось по размерам внутри. Конструктивно наши двери способны открываться не только на 90 градусов, но и практически на 180, обеспечивая дополнительное удобство при погрузочно-разгрузочных работах. Утепление отсека производится экструдированным пенополистиролом, который компания Crossi вырезает на специальных станках с учетом всей геометрии этого погрузочного пространства. В качестве внутренней обшивки они используют пластик, настил пола у нас рифленый алюминий, и плюс они ставят вот такую необычную такелажную рейку, куда можно с помощью специальных приспособлений одеть какие-то скобы, либо, например, поставить второй ярус, и у вас будут, например, здесь 2 яруса и какая-то перегородка горизонтальная. Итак, размеры. Внутренняя длина 188 сантиметров, но имейте в виду, что наш отсек изгибается в самом начале, и поэтому полезная длина меньше.
Если примерно заложить начало от вот этой стенки, а именно вот в этом месте как раз таки изгиб, то есть он где-то примерно заканчивается вот здесь. Поэтому полезная внутренняя длина составляет 173 сантиметра. Далее. Ширина между арками 114 сантиметров. Палет помещается. Раз. То есть у нас внутренний отсек примерно на 2 евро палета. Да, 120 на 80, 80. Да, на 2 евро палета. 2 палета здесь вместится. Внутренняя высота 114 сантиметров. По проему 105. Ширина по проему 111. И самая максимальная ширина в этом месте 138 сантиметров. Обычно для сохранения температурного режима минус 18 градусов боковая дверь, ее проем блокируется и таким образом доставляет определенные неудобства. Так как наша холодильная установка рассчитана на 4 куба, а у нас внутри порядка 2,7, то мы имеем холодильное оборудование с хорошим запасом. Поэтому по просьбе нашего заказчика, для которого важен именно доступ через боковую дверь, мы этот проем для него сохранили. Эти нюансы в обязательном порядке нам надо сообщать при этапе согласования комплектации автомобиля, который вы хотите приобрести. Так как на нашем автомобиле установлен кондиционер в кабине, и наш заказчик сказал, что этот кондиционер в обязательном порядке нужно сохранить, то мы выбрали третью важную составляющую нашего полнокомплектного рефрижератора. Это холодильно-отопительную установку Thermoking B100 электрического типа. Это означает, что все внутренности холодильника находятся внутри его верхнего конденсерного блока. И холодильник запитывается только от бортовой сети 12 вольт. Внутренний его блок располагается в отсеке, испаритель. Холодильник работает на охлаждение и на обогрев. И рассчитан на температурный режим плюс 12, минус 18 градусов на объеме 4 куба. У нас 2,7 куба, поэтому наше холодильное оборудование, как мы обычно и делаем, здесь располагается с хорошим нормальным запасом. Отдельно хочется обратить внимание о том, что наши партнеры с компанией Crossi при подготовке для нас утепления передают нам вот этот специальный кожух, который закрывает все шланги и дренажные трубки самой холодильной установки, придавая дополнительную эстетику и красоту. Итак, господа, время подводить итоги. Что у нас получилось на выходе, в нашем случае, полнокомплектного рефрижератора на базе шасси Fiat Doblo Cargo Maxi. Итак, бензиновый двигатель объемом 1,4 литра, мощностью 95 лошадиных сил, в нормальной стандартной комплектации с штатным кондиционером и небольшим количеством примочек. Мы взяли модификацию Maxi, у которой до утепления объем отсека составляет 3,8 куба. После утепления примерно на 30% меньше, примерно 2,7 куба. Внутренние размеры позволяют установить 2 европалета. Для нашего заказчика мы установили комплект утепления, который предполагает температурный режим от плюс 12 до минус 18 градусов. При этом по просьбе заказчика, вопреки требованиям, мы сохранили боковую дверь. На шасси гарантия 2 года без ограничений по пробегу, межсервисный интервал 20 тысяч километров. Холодильная отопительная установка у нас электрическая, работает от бортовой сети и не зависит от оборотов двигателя. Рассчитана на 4 куба, на нашем объеме работает с хорошим запасом, заправлена 404-м более производительным фреоном. Все это хозяйство мы собираемся передать нашему заказчику. Этот проект обошелся нашему заказчику в 1 миллион 945 тысяч рублей под ключ. Поэтому, если такой автомобиль для вас подходит, если бюджет вас устраивает, мы для вас с удовольствием соберем аналогичный автомобиль. Если есть какие-то вопросы, пишите, звоните, мы в доступе, всегда идем на контакт. До новых встреч. С вами был Кирилл Сухин. Пока.